Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить домашний торт эскимо. В нем очень простое сочетание ванильного сливочного крема и шоколадного коржа и глазури. При этом оно такое простое и беспроигрышное, что хочется готовить этот тортик еще и еще. Тем более рецепт довольно простой. Для коржей нам понадобится 40 грамм творога. Можно, в общем-то, и без него, но творог делает торт более белковым и снижает содержание муки в корже. Перекладываем творог в блендер и сюда же добавляем 80 грамм йогурта. Измельчаем ингредиенты с помощью блендера в максимально однородную массу. Желательно, чтобы крупинок творога не оставалось. Теперь добавляем в блендер все остальные ингредиенты. 1 яйцо, 25 грамм муки, у меня это мука зеленой гречки, 15 грамм какао, 4 грамма подсластителя и 2 грамма соды. Соединяем эти ингредиенты с помощью блендера до однородности. Я выпекаю в кондитерском кольце с дном из фольги. На дне лежит круг пекарской бумаги. Переливаю тесто и сразу отправляю его в духовку, разогретую до 180 градусов Цельсия на 30 минут. Пока корж печется, приготовим заварной ванильный крем. Заранее нужно замочить 10 грамм желатина в 60 граммах воды. Это количество поможет сделать крем устойчивым, но не сделает его текстуру желейной. Если вы собираете десерт в стаканчиках, то можно обойтись и без желатина. Также нам понадобится 600 грамм молока и 4 желтка. Небольшую часть молока, примерно четверть, переливаем к желткам, а остальное отправляем на плиту, нагреваем, но не кипятим. А к желткам также добавляем 50 грамм сухого молока. Это не обязательный ингредиент, но он здесь для вкуса. 30 грамм кокосовой муки и 30 грамм рисовой муки. Можно использовать только один вид муки, 60 грамм. 14 грамм подсластителя и 1 чайную ложку ванили. Тщательно размешиваем до исчезновения комочков. Если не любите промешивать такие комочки, то воспользуйтесь блендером, я часто так делаю. Тем временем молоко разогрелось. Вливаем желтковую массу к молоку, отправляем на средний огонь и увариваем до загустения при постоянном помешивании. В конце лучше снизить огонь до слабого, чтобы чересчур не заварить крем. Крем уже существенно загустел, но пока не будет держать форму торта. Для этих целей добавляем в него заранее замоченный желатин. В горячей массе он быстро разойдется. Тщательно размешиваем. И сюда же добавляем 15 грамм масла ги. Можно выбрать также кокосовое или какао-масло. Те масла, которые застывают в холодильнике. Масло также поможет сделать крем стабильнее и добавит сливочного вкуса и аромата. Размешиваем до полного растворения. Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать при комнатной температуре до готовности коржа. Готовность коржа проверьте зубочисткой. Но она может не выйти полностью сухой, так как этот корж довольно влажный по своей текстуре. Вынимаем его из формы. Вообще можно в этой же форме собрать торт, даже не вынимая корж. А я буду собирать в кольце диаметром 18 см. Для этого я оборачиваю дно кольца пищевой пленкой, устанавливаю на ровную поверхность, выкладываю на середину корж. Я решила даже не срезать с него верхушку, так как она несущественно выросла, для домашнего тортика вполне подойдет. Крем немного остыл за это время. Просто выливаем его сверху на корж. Разравниваем. Можно немного потрясти форму. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 4 часа. А пока приготовим глазурь. Для ПП шоколадной глазури нам понадобится 10 грамм желатина, заранее замоченного в 60 граммах воды. В сотейнике соединяем 160 грамм молока, 25 грамм какао и 5 грамм подсластителя. Тщательно перемешиваем венчиком. И доводим до кипения, также помешивая.
Добавляем в горячую массу разбухший желатин и размешиваем до полного растворения. Переливаем глазурь в удобную емкость. Для идеального покрытия эта глазурь должна быть полностью однородной, поэтому если вдруг у вас остались комочки какао, лучше на этом этапе пропустить ее через сито. Накрываем глазурь пищевой пленкой в контакт. Для покрытия холодного торта глазурью ее температура должна быть около 30 градусов Цельсия. Можно хранить глазурь в холодильнике до 3 суток или в морозилке еще дольше, а перед заливкой просто нагреть до нужной температуры. Когда торт стабилизировался, снимаем пищевую пленку. Я прохожусь салфеткой по стенке формы, чтобы снять образовавшийся конденсат. Для заливки глазурью можно перенести торт на любую решетку, но он настолько нежный и мягкий, что я предлагаю другой способ. Можно взять любую подложку, совпадающую по диаметру с тортом. У меня точно такой не нашлось, поэтому я использую крышку такого же диаметра. Торт вместе с формой и пищевой пленкой внизу переносим на подготовленную плоскую поверхность. Это довольно безопасный способ переноса. Пищевую пленку подгибаем вниз. Таким способом, даже если вы будете использовать одноразовую подложку, вы ее не испортите. Глазурь с ней не будет соприкасаться за счет пищевой пленки. Широкая тарелка или противень, на нее любой стакан или небольшая устойчивая чашка и торт на подложке. Теперь снимаем форму. Аккуратно снимаем ацетатную ленту. Бывает, конец ленты вот так подгибается, и эта сторона получается неровной. Но если снимать ленту не спеша, чтобы не оторвать ни кусочка торта, эту неровность можно легко сгладить. Поливаем торт глазурью. Температура глазури здесь важна. Слишком теплая полностью стечет, а прохладная может застыть неровными подтеками. Если вы уверены в температуре своей глазури, видите, что она не растекается мгновенно, то можете смело выливать основную часть глазури на середину, а потом пройтись по краям, чтобы закрыть все пробелы на боковой поверхности торта. Этого количества глазури хватает с лихвой на покрытие такого тортика. Но если вы новичок, то рекомендую вам приготовить в 1,5 раза больше глазури и уверенно выливать ее на торт. Покрытый торт сразу убираем в холодильник, чтобы глазурь как следует схватилась. Примерно через 10 минут достаем торт. И чтобы нижний край был ровный, нужно пройтись по нему ножом и срезать излишки глазури. Переносим торт на подложку с помощью широкого ножа и лопатки. Аккуратно вынимаем инструменты. Я приподнимаю торт 2 инструментами и вынимаю поочередно то один, то другой. Торт готов. У него очень простой декор. Глазурь сбоку легла не так идеально, как хотелось бы, зато сверху само совершенство. Самое главное у этого тортика внутри. Вкусный шоколадный корж, очень ароматный мягкий ванильный крем и шоколадная глазурь. Это простое и потрясающе вкусное сочетание. Крем очень нежный, мягкий, просто тает во рту. Схожесть с мороженым эскимо дают ему желтки в составе, обилие молока и, конечно, ваниль. Дети, увидев этот торт, спросили, а где же палочки, если это эскимо? А попробовав, сказали, что он как раз по вкусу, как эскимо. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!